Сегодня поговорим о событиях 9-летней давности. Девочка по имени Карина в теплый июльский день приехала с мамой за несколько десятков километров в село Алом к своей бабушке. Сразу же после приезда мать, ее, кстати, звали Талина, ушла на покос травы. Вечерело, люди возвращались с работы домой и внезапно обнаружили пропажу отца девочки и ее самой. Спустя 3 долгих дня мужчина прибыл в село, но был один. В тот же час были подняты на уши все экстренные службы. Спасатели со служебными собаками квадрат за квадратом прочесывали тайгу, всего было пройдено около 30 квадратных километров, но все безрезультатно. Спустя 9 дней в селе неожиданно появился щенок, который в тот день, видимо, убежал вместе с девочкой. Его имя в переводе с местного языка означало «малыш», и его прекрасно знали в Аломе. На него было больно даже смотреть, было видно, что собака замерзла, намокла, на ней не было даже чистого места. Местные жители вспомнили, что день пропажи девочки и щенка совпадает. Тут же активизировались экстренные службы. И снова, квадрат за квадратом, собаки. След был взят, и спустя 3 дня Карину наконец нашли. Со слов девочки, ее спасла Найда. Такое прозвище она дала щенку. Карина рассказала, как они спали обнявшись, согреваясь друг об друга. В сумме девочка провела в глуши аж 12 дней. Конечно, для 4-летнего ребенка это было великое испытание, как физически, так и морально. Спустя 2 года журналистка Виктория Габышева прибыла в это место и написала ряд статей и сняла репортаж. Она познакомилась с девочкой и ее мамой. После проведенного времени на месте происшествия, находясь под впечатлением, она написала целую книгу о событиях тех дней, которая, кстати, что называется, берет за душу читателей. В дальнейшем девочке с собакой даже изготовили памятник, который и сейчас располагается неподалеку от якутского аэропорта. Карину никто не бросил, ей выдали путевку в местный санаторий для реабилитации. Ее мать со временем нашла себе другого мужа, с которым и по сей день делит горе и радость. Они переехали жить в Олекминск. Недавно у них родился сын. Ну а нашу героиню ждала немного другая судьба. Она решила остаться на своей малой родине. Недавно ей исполнилось 12. Она поступила в местную школу, где углубленно занимаются балетом. Там ее ждали. Альбина Черепанова взяла над ней шефство, не по наказу, а по совести. Она очень радовалась, когда узнала, что девочка прошла все необходимые инстанции, кастинги и поступила. Карина и сама очень рада и подает надежды: легкая, быстрая, гибкая, пластичная. Качество настоящей балерины. Конечно, сама девочка признается, скучает по своей маме и отчиму. Очень радуется, когда удается их посетить. В основном это время каникул. Во время ее приездов верная собака Найда сразу же бросается в объятия, как и тогда, в 2014 году.